Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим правила написания приставок, а также и после приставок на согласную. Правописание гласных в приставках зависит от ударения. Безударные гласные в приставках проверяются путем проверки словами той же приставкой, в которых проверяемый глас находится под ударением, то есть в сильной позиции. Например, слово «подписать» можем проверить с помощью слова «подпись», где буква «О» находится под ударением или в сильной позиции. Слово «бездарный» можем проверить с помощью слова «бездарь». Значения в приставках «при» и «пре». И третий вид – неизменяемые приставки. Например, в слове «походу» – «переезд». Их необходимо запомнить. Разберем правописание приставок «пре» и «при». Приставка «при» пишется в значении близость, примыкание к чему-нибудь. Например, в слове «приморье», «прибрежный», «придорожный», «приграничный», «приуральский». Приближение, присоединение. В таких словах, как «прикупить», «придвинуть», «пристроить», «приделать», «прибежать», «приписать». Неполнота действия. В таких словах, как «приоткрыть», «приподнять», «присесть», «приободрить», «притушить». Доведение до определенного результата. Например, приласкать, примирить, приготовить, примерить, пристыдить. Приставка «пре» пишется в значении высшая степень качества, в значении очень. Например, в таких словах, как преподобный, примилый, пренеприятный, преспокойно, предостаточно, преисполнится. Такое же значение, как у приставки «пере». Например, превозносить, преуспевать, прервать, преломлять, преградить, превысить, пресытиться, претерпеть. Например, слово «претерпеть» или «перетерпеть», «пресытиться» или «пересытиться». В сомнительных случаях следует проверять слово по словарю. Например, в таких словах, как «за пределами», имеется в виду страны, верить преданиям, пренебречь советами, преподавать, приказывать, пригожий, привет. Следует различать написание близких и совпадающих по звучанию слов с приставками «пре» и «при». Например, прибывать где, то есть находиться где-то, прибывать куда, то есть приехать куда-то, предел, имеется в виду граница, и предел в храме. Претерпеть лишение, претерпеться, привыкнуть к чему-то неприятному, то есть какой-то неприятной ситуации в своей жизни. Приставиться, умереть, приставить, что к чему. Например, лестницу к стене. Приступить, что? Например, закон. Приступить к чему? Например, приступить к выполнению домашнего задания. Предать, совершить предательство, предать, значение, форму, вид. Преемник. Последователь, приемник, радиоприемник. Правописание согласных в приставках. Приставки в, во, взо, вы, до, за, изо, на, над, надо, не, недо, о, об, обо, от, ото, по, пере, по, под, подо, про, пред, преда, про, разо, с, со, су, у. На письме не изменяются, независимо от произношения. Например, надпись, подпись, увертка, окончание, отвертка, выход, вход, нападение, доход, объединение, заход, поход, подземный переход. Рассмотрим написание «з», «с» в приставках без, без, вз, вс, воз, воз, из, низ, низ, раз, раз, роз, роз, через, через, через. Перед гласными и звонкими согласными пишется «з», перед глухими согласными пишется «с». Безводный, беспечный, бессовестный, разделаться, низложить. Чередование АО в приставках роз, рос, раз, раз. Под ударением пишется О, без ударения А. Например, раздать – розданный,
расписка, роспись, разжечь, розжиг, распустить, роспуск. Приставки дез, диз, дис. Перед гласной корней и перед твердым знаком пишется дез, диз. Перед согласной дис. Дезинфекция, дисгармония. В приставке «из-под» пишется буква «с». Например, из-под-лобья, из-под тишка, из-под низу. А рассмотрим правило написания «и» или «ы» после приставок на согласную. После русских приставок, оканчивающихся на согласный, вместо «и» пишется «ы», согласно произношению. Например, искать, отыскать, играть, обыграть, исключение, взымать. Но следует запомнить изымать, подымать, отымать. Буква «и» пишется в словах с приставками «меж» и «сверх». Например, межинститутский, сверхинтересный, сверхизысканный, межиздательский. В иноязычных приставках гипер, дез, интер, контр, пан, пост, суб, супер, транс. Например, в таких словах как дезинформация, контр-игра, постимпрессионизм, суперинтендант. В словах после русских приставок на гласный. Например, играть, доиграть, заиграть. В сложно сокращенных словах после предшествующей согласной буква «и» сохраняется. Например, в слове «спортинвентарь». Также необходимо запомнить следующие слова: прединфарктный, постинфарктный, беспрекословный, знаки препинания, пребывать, превзойти, преграда, предание, преемник, презент, президент, преувеличивать, премьера, преобразовывать, препарат, припираться, преподнести, престиж, престол, притворять, претендент, президиум, презирать, преимущество, прикословить, прельстить, прелюдия, примитивный, принцесса, приоритет, прискорбный. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо ставить пропущенные буквы и выделить приставки в таких словах, как поспорить, одобрить, заработать, отпугивать, поговорить, напоить, пролезть, подсолнух, подберезовик, покраснеть, долететь и так далее. Второе задание – распределить слова на два столбика. То есть первый столбик будет с буквой «з», второй с буквой «с». Такие слова, как безликий, бесфамильный, излучение, воссоздать, картину, расчет, расставание, восхищение, неизбежное наказание, восход солнца, выровнять землю, медленно разжевать и так далее. Следующее задание: вставьте пропущенные буквы «и» или «ы» и выделите приставки: доиндустриальный, сверхиндустриальный, доинфарктный, прединфарктный, поимпровизировать, симпровизировать, заиграть, разыграть, заинтересоваться, безинтересный и так далее. И последнее задание: вставьте пропущенные буквы и выделите приставки в таких словах, как приданное, пререкаться, препятствие, приключение, приостановить, преломление, непременно, примирить, беспрекословно, пребывать, признание. Обязательно пишите в комментариях свои результаты, вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!